Итак, всем привет! Простите меня великодушно, но я должен с вами поговорить на одну тему. Меня вообще удивляют блогеры в последнее время, точнее один блогер, я не буду называть его имя, фамилию, но вот просто крайне, вот послушав, я удивляюсь, как можно вот так вот, не знаю, ради хайпа, ради чего-то еще, говорить несусветный бред. Вы сейчас поймете, о чем идет речь. Microsoft запустила сборочку 755, то есть 22.621 755, где заявила, что нам доступны новые функции версии 22H2. Еще новые функции, но эти еще новые функции, они в Moment 2, а не в Moment 2, а Moment 2 у нас ожидается в феврале-марте 2023 года, то есть весной. Microsoft написала в своем пресс-релизе, что доступны новые функции, но они скрыты. А диспетчер задач, запуск из панели задач, нету. Скрыта функция. Управление подпиской OneDrive в приложении параметры тоже нету, скрыто. Улучшение поиска и исправление ошибок. Исправление ошибок есть, но улучшения поиска нету. Функции также тестируются на каналах бета и dev. К чему я веду? Если Microsoft делает функции скрытыми, она подготавливает платформу, она выпускает обновления, я сейчас объясню. Смотрите, Change Windows заходим и смотрим. Про dev сборку мы с вами поговорим попозже. 22.621 755 и здесь 755. В этой сборке скрыты функции новые. Microsoft что делает? Подготавливает платформу для внедрения этих новых функций. Подготавливается к Moment 2 уже сейчас. Потому что если она даст эти новые функции вот прямо сию секунду, вы получите кирпич. Синий экран смерти или еще что-нибудь. Так вот, чтобы этого не было, для этого и создана стратегия Moment. Постепенно внедрять новые функции. Покажите мне систему, в которую внедрялись новые функции, но внедрялись сразу. Да, может быть, вы скажете Windows 7, Windows XP стабильно. Это гениальные операционки, и семерка, и XP. Семерка — это доработанная Vista. Как бы это сейчас ни звучало, Vista опередила свое время своим выходом. Но я к чему? XP и семерка — это гениальные системы. Просто гениальные. Про них мы не говорим. Зачем выпускать обновление безопасности, если и так система стабильно работает? А для того, чтобы подготовить платформу для следующего обновления, только и всего. Если функции скрыты, значит Microsoft готовится. Когда Moment 2 выйдет, мы с вами об этом узнаем. Я не вижу смысла включать эти функции, что-то делать, искать. Этого делать не надо. Платформа подготавливается к Moment 2. Следующий вопрос. Этот человек сказал, что macOS Ventura вышла со всеми новыми функциями. Что Apple больше не будет, скажем так, внедрять новые функции. Хотите скажу? Это совсем неверное утверждение. Из новых функций macOS Ventura напрочь отсутствуют. В бета-версии macOS Ventura есть еще продуктивное приложение Freeform. То есть оно сейчас в бета-версии, в 13.1 как раз. В iOS 16.2 бета 1 для разработчиков. И в macOS 13.1. Live Captions, это субтитры, перевод аудио в текст, тоже в бета-версии. То есть не вышла функция в основной релиз. В macOS Ventura мы еще увидим новые функции. И о них будет видео на канале. Ни одна компания, ни одну систему сразу не выпускает со всеми новыми функциями. Такого не бывает. Вот просто не бывает. Будь то macOS, Windows, тем более у Windows, у Microsoft другая стратегия. Да, Apple нам дает большинство новых функций. Что-то из них, с этих функций, с багами. У Stage Manager есть баги. Но это терпимо, скажем так. Это более чем терпимо. Я до сих пор не знаю, куда ее применить, эту функцию. Я говорю про Stage Manager, то есть постановщик. Вот он. В нем есть баги. Они присутствуют. Я к чему? И Windows, и macOS не выходит сразу со всеми новыми функциями. Если это не крупное обновление. Скажем так, вот по поводу macOS. Apple выпустила macOS Ventura, да. Мы с вами разговаривали про большинство вот этих функций новых. Но мы пропустили Live Captions, то есть субтитры, превращайте аудио в текст. Freeform тоже.
Также я не сказал про Continuity камера, демонстрацию не сделал, я очень хочу это сделать, мы с вами об этом еще поговорим, как только я найду возможность приобрести крепление для айфона. Будет еще одно видео по macOS, это уже будет версия 13.1, и видео будет в новом формате, то есть это будет не экранка. А Microsoft просто подготавливает сейчас платформу для Moment 2. Функции вот в 755 могут появиться из коробки, а могут не появиться. Вот и все, что я хотел сказать. Мои сторонники здесь есть, я знаю, меня смотрят. Подписчики этого блогера, я не буду называть имя, фамилию. Те, кто его смотрит, знают, о ком я говорю. Я убежден, что у меня есть мои сторонники, которые смотрят меня и слушают меня, но имеют свое мнение на этот счет. Вот я хочу, чтобы вы, мои хорошие, поделились этим мнением. Что вы думаете по этому поводу? По поводу macOS хотел сказать еще один момент. Сообщается, точнее мы с моим подписчиком увидели такую вещь, что вот, например, я, к счастью, ему уже скачал 2 операционки, я ему отдам. Но что касается, вот, о чем я хочу сказать, что есть проблемы с Wi-Fi, с сетью, если скачивать систему из App Store. По всей видимости, есть какие-то неполадки с Wi-Fi. На настоящих маках, мы не говорим сейчас про Hackintosh, на Hackintosh'ах все в порядке, все работает хорошо. На маках Apple Silicon есть проблемы с Wi-Fi. Не на всех, выборочно. У меня с серверов Apple качает систему час. У моего подписчика 15 часов. Это и есть этот баг. Это исправится, я думаю, будет macOS 13.01 с исправлениями багов. Либо уже в 13.1 все поправят до конца. А так система довольно-таки хорошая и стабильная. Лайк, подписка, комментарий. Увидимся в новых роликах. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем пока.